Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Педро Кальдерона «Жизнь есть сон», смотрите это видео. Вы узнаете о том, как польский король Сигисмунда взошел на престол. Написал эту пьесу Кальдерон в 1635 году. Она считается самой известной пьесой автора. События происходят в Полонии, это город в Польше, в средние века. Девушка Росаура в мужской одежде идет в горах со своим слугой Кларином. Они ищут город Полония, но походу заблудились. Росаура видит вдали какое-то здание, идут туда. Внутри слышат звон цепей и нытье какого-то мужика. «О, бедный я несчастный, и почему меня здесь заковали в цепи?» Это ноет Сигисмунда. Он понимает, что его кто-то услышал. Дело в том, что с самого рождения Сигисмунда видел только одного человека, своего тюремщика Клотальда. Потому появление кого-то другого для него было весьма неожиданным. Он решил, особо не разбираясь, убить гостей, но потом передумал. Росаура, как мужик, говорит, что не просто так послало его к нему небо. Значит, так суждено было. Я тут ходил, думал, что я самый несчастный в мире, а нет, смотрю, тебе еще хуже, чем мне. Их разговоры услышал тюремщик Клотальда. Он со своими солдатами в масках хотят схватить незваных гостей или убить, неважно. Блин, вы что, не знали, что сюда запрещено заходить? Это приказ короля. Сигисмунда вступился за путников. Он сказал, что найдет способ, чтобы покончить жизнь самоубийством, если их тронут. Солдаты уводят Сигисмунда в тюрьму. Гостей Клотальда велел разоружить, завязать им глаза и вывести подальше отсюда. Росаура отдает шпагу со словами, что тот, кто ее ему дал, сказал идти в Полонию и показать эту шпагу знатным особам. Шпагу узнают и помогут ему. Клотальда узнает эту шпагу. Оказывается, что он ее когда-то отдал девушке Виоланте и обещал помочь всякому, у кого окажется эта шпага. Клотальда понимает, что перед ним стоит его сын. И вот какая дилемма. По приказу короля он должен убить сына, а если отпустит, то нарушит приказ короля. Вот блин, и что делать? Клотальда решает идти к королю и все рассказать ему. Пусть король сам решает, что делать дальше с его сыном. Казнить или миловать. Когда-то польским королем был Эвсторхио. Когда он умер, его преемником стал Басилио. У Басилио было две сестры, у каждой из которых было по ребенку. Девушка Эстрелья и парень Астольфо. Мать Астольфа вышла замуж в Московии, потому он сейчас был герцогом Московии. Так как короля Басилио женщины не интересовали, странно, конечно, детей у него не было. Потому на престол было два претендента – Астольфо и Эстрелья. Первым, конечно же, был Астольфо, так как он мужчина, но решать все равно действующему королю. Астольфо говорит Эстрелье, что им можно было бы пожениться, тогда всем было бы хорошо. Эстрелья не против. Вот только ее смущает, что на груди Астольфо носит чей-то портрет. Король Басилио говорит племянникам и своим подданным: «Спасибо, что приехали. Тут такое дело. У меня есть сын. Сейчас все объясню. Я всю жизнь увлекался астрологией. Мне звезды сказали, это средневековье, не удивляйтесь, тогда звезды разговаривали. Так вот, мне звезды сказали, что мой сын принесет смерть матери и всю свою жизнь будет сеять вокруг себя смерть и раздор и поднимет на меня руку. Сигисмунд родился, а моя жена умерла при родах. Тогда я принял решение заковать его. Всем вокруг сказал, что он родился мертвым. Построил башню в горах и запер его там. Его воспитывал и обучал Клотальда. Так вот, друзья, я решил его выпустить и посадить на трон. Посмотрим, что там звезды нам предвещали.
Что я хочу сделать? Я завтра посажу его на престол. Вы все присягнете ему на верность. А мы посмотрим, что из этого получится. Если будет нормальным мужиком, тогда оставим. Если будет злобным говнюком, сразу уберем. Тогда кто-то из вас, мои племянники, станет королем. Все. Всем спасибо, все свободны. К королю подходит Клотальда. Говорит, что привел юношу, который случайно увидел принца, но не смог выполнить приказ короля и убить парня. Да все нормально, мой друг, пусть живет. Уже и так все знают, не парься. Клотальда говорит Росауре и его слуге, что они могут быть свободными. Те очень счастливы. Росаура говорит, что она девушка и пришла в Полонию, чтобы найти Астольфа и отомстить ему. И что он тебе такого сделал, девочка? Да жениться на Эстрелье он хочет. Клотальда ничего не понял, а Росаура ушла. Клотальда говорит королю, что выполнил его приказ. Сигизмунда доставлен во дворец. Его усыпили и доставили сюда. Сейчас он спит. Король, скажи, что ты задумал? Пойми, друг, если он окажется хорошим правителем, то вопросов нет, пусть остается. Если он окажется злым, тогда мы его сразу спрячем в темницу. И он даже не будет знать причин. Спрятали и все. А когда он проснется, то подумает, что это был всего лишь сон. Клотальда всем вокруг сказал, что Росаура его племянница. Он устроил ее придворной дамой к Эстрелье. Для всех она Астрея. Сигизмунда просыпается. Он в шоке. Клотальда ему рассказывает, что он наследный принц, потому все в его подчинении. Первым делом Сигизмунда решил убить Клотальда за то, что все это время скрывал от него, что он принц. Слугу, который смел ему перечить, он выкинул через балкон в море. Сигизмунда без почтения общается со своим кузеном Астольфа. Кузину Эстрелью хочет чпокнуть. Сигизмунда знакомится с отцом. Он гневно с ним общается, не может его простить за то, что с ним так обошелся, заковав в темнице. Отец тоже возмущен поведением сына. Тот только проснулся, а уже успел убить слугу. Сигизмунда встречает Росауру, он уже ее хочет. Причем то, что это не взаимно, Сигизмунда не волнует. Быть беде, если бы не Клотальда. Он просит принца одуматься, но Сигизмунда намерен убить старика. Появляется Астольфа, он достает шпагу и защищает Клотальда. Входят Басилио и Эстрелья. Король в шоке. Что здесь происходит? Да вот, хотел убить старика, а этот его защищает. Ну ничего, я еще тебе не отомстил. Басилио понимает, что эксперимент провалился. Нужно Сигизмунда вновь упрятать в темницу. Остаются Астольфа и Эстрелья. Девушка говорит, что все классно, вот только что теперь ей делать с портретом бывшей на шее у Астольфа? Герцог обещает выбросить этот портрет, ведь он теперь любит только Эстрелью. Уходит за портретом, чтобы его отдать любимой. К Эстрелье подходит Росаура, она же Астрея. Эстрелья говорит ей, что сейчас сюда должен прийти Астольфа, чтобы отдать ей портрет своей бывшей. Ты возьми его, Астрея, а потом отдай мне, хорошо? Хрень какая-то. Почему самой не взять? Возвращается Астольфа. Немая сцена. Росаура, а ты что здесь делаешь? Я не Росаура, я Астрея. Ошибся, герцог, ты. Да ладно, я что, идиот? Он уже снова любит Росауру, говорит, что не отдаст ей портрет. Иди сама к Эстрелье, покажи ей оригинал, себя. Росаура пытается отнять у Астольфа портрет. За этим делом их застает Эстрелья. И что здесь происходит? Сеньора, не поверите, пока я тут ждала Астольфа, я разглядывала свой портрет, который ношу всегда с собой. Но я его уронила, а тут проходил герцог, он и поднял мой портрет. А отдавать не хочет. Ни мой портрет,
не свой, честное слово. Эстрелья забирает портрет, смотрит на него и отдает Росауре. Та уходит. Ну, давай свой портрет. Не могу. Все понятно. Эстрелья разворачивается и уходит. Сигизмундо снова лежит в своей темнице. Клотальда ждет его пробуждения. Появляется король Басилио. Во сне Сигизмундо говорит, что он всех готов поубивать, а отец будет ползать у его ног. Принц просыпается. Басилио незаметно уходит. Ох, Клотальда, ну и сон мне приснился. Я был принцем, и все мне поклонялись. А ты меня как-то вознаградил? Тебя? Неа. Я тебя убить хотел. Дважды. Меня? За то, что я тебя воспитывал столько лет? Да. Ну, спасибо тебе. Так это ж во сне. Сигизмундо остается сам. Он размышляет о том, что было. Слуга Росауры Кларин сидит в тюрьме. К нему вламываются солдаты и народ с просьбой стать их королем. Ну ладно, а что случилось? Да вот, наш король Басилио хочет своим преемником сделать герцога Московии, а нам, чужестранцы, нафиг не надо. Да здравствует король Сигизмундо. Блин, это же не я. Появляется Сигизмундо. Опять мне это все снится. Так, пацаны, все расходимся. Вы все мне снитесь. Вы не настоящие. Но его убеждает, что это все на самом деле. Ну ладно, посмотрим. Сигизмундо встречает Клотальда. Старик думает, что пришел его последний час. Но Сигизмундо, наоборот, с большим почтением обращается к нему. Обнимает его. Клотальда в шоке. Да все нормально. Это ведь все равно сон. Я буду добрым. Клотальда говорит, что он не может встать на его сторону против своего короля. Тогда Сигизмундо отпускает старика. Король Басилио намерен сам убить Сигизмундо, чтобы восстановить мир в своем государстве. Росаура, как настоящая женщина, решение всех своих проблем перекидывает на какого-то мужика. Она встречает Клотальда, говорит ему: «Ты мне очень помог, ты стал моим покровителем. Пожалуйста, убей Астольфа, потому что он хочет быть с Эстрельей. Как вам такая постановка вопроса?» Клотальда ей отвечает: «Дорогуша, Астольфа мне жизнь спас, когда Сигизмундо хотел меня убить. А я, кстати, тогда тебя защищал от бешеного принца. Потому нет. Убей его. Раз ты мне помогаешь, помогай и дальше», настаивает сучка. «Хрена тебе. Я могу дать тебе денег. Иди в монастырь, там ты подобреешь». «Ну ладно, тогда я сама его убью». Клотальда пытается вразумить ее, чтобы она одумалась, но Росаура неадекватная. «Я хочу смерти, я буду мстить» и так далее. Она одевается в военную одежду и скачет к Сигизмундо. Рассказывает ему свою биографию. Рассказывает, что видела его, будучи в мужской одежде, в темнице. Она родилась и выросла в Московии. Воспитывала ее мать, которую отец бросил. Влюбилась в Астольфа, он ее соблазнил, а теперь хочет жениться на Эстрелье. В общем, Сигизмундо, убей Астольфа. Пожалуйста, это ведь и тебе нужно. Сигизмундо со своим войском идет на короля. Он побеждает. Басилио ожидает жестокой расправы над собой. Кстати, слуга Росауры Кларин во время битвы спрятался подальше, чтобы остаться в живых. Но его все равно кто-то подстрелил. Умирая, он говорит, что от судьбы не уйдешь. Тогда Басилио становится перед Сигизмундо на колено и говорит, что он в его власти. Принц велит отцу подняться и сам становится перед ним на колено. Басилио счастлив, что его сын стал другим. Все вокруг кричат: «Да здравствует принц Сигизмундо!» Сам принц говорит Астольфа, чтобы он взял в жены Росауру. А Астольфа, как настоящий говнюк, отвечает: «Так я бы с радостью на ней женился, но ведь я герцог, а она
непонятно кто. Тогда Клотальда говорит, что Росаура равна с ним по положению, так как приходится ему дочерью. А, ну раз так, тогда да. Поженимся. Что ж теперь поделаешь? Вот парочка будет. Один говнюк, другая истеричка. Сигисмунда говорит, что чтобы Эстрелья не осталась без мужа, он сам им станет. Она только за. Все уже, любовь к Астольфо моментально испарилась. Клотальда, который верно служил своему королю, Сигисмунда намерен наградить. И тут сразу появляется солдат, который переворот устроил. Если ты так награждаешь своего противника, как же ты наградишь меня, мой принц? Тебя? В тюрьму тебя, изменник хренов, до конца твоих дней. Все восторгаются поступками Сигисмунда. Ага, меня мой сон научил. Вот такая история, друзья.